Привет! Создавая этот макет маяка, я вдохновлялся реальным маяком Турлитис в Греции. Первый раз при создании диорамы я добавил IT-технологий, а именно сделал приложение, с помощью которого можно включать свет в маяке. Как всегда, перед началом работы я сначала подбираю материалы и технологии таким образом, чтобы было максимально реалистично, но в то же время относительно быстро. В итоге море сделал из эпоксидной смолы, скалу из пенопласта, а сам маяк я напечатал на 3D принтере. Работу начинаю с основания диорамы, его делаю из дерева бубинга. На термостанке вырезаю необходимого размера основание из пеноплекса, которое вклеиваю в деревянную рамку. Металлической щеткой делаю поверхность пеноплекса шершавой, чтобы скалптомолд лучше приклеивался. Очень часто стали спрашивать, чем заменить скалптомолд, но я пока не нашел достойной замены в России. Он не дает усадки в процессе высыхания и отлично имитирует поверхность земли. Приступаю к созданию скалы. Ее делаю из пеноплекса. Сначала вырезаю отдельные куски примерной формы, которые склеиваю вместе. И дальше, как скульптор, начинаю срезать лишнее. Именно срезать, чтобы создать нужную форму, а дальше уже имитирую текстуру камня. Для этого уже не срезаю кусочки пенопласта, а вырываю их. Чтобы лучше понимать, что получается, я окрашу всю скалу в основной цвет. Скала высокая, и к маяку ведет лестница. Ее я делаю из миниатюрных кирпичиков, которые заранее заготовил из глины. Вырезаю в пенопласте необходимое пространство для лестницы. Вклеиваю ее туда с помощью клея Tite Bond. Стало очевидно, что текущей формы недостаточно. Я добавляю отдельные куски из пеноплекса к текущей форме. Следующий прием имитации скалы – это выщипывание пинцетом. Как бы это ни звучало, но при минимальных усилиях эффект создается поразительный. Дополнительно прорабатываю свежеприклеенные куски пеноплекса. В любой момент я могу внести необходимые корректировки без особых усилий. Это основное преимущество пенопласта, а также дешевизна и простота и доступность использования. В местах склейки образовались трещины. Их я замазываю скалптомолдом, идеальный материал при имитации почти любых почвенных поверхностей. Дно моря я крашу специальным материалом Water Undercoat от Woodland Phoenix, но его можно заменить обычной акриловой краской. В качестве фундамента для маяка я отлил круглое гипсовое основание. Делаю в нем дырку для будущих коммуникаций. Перед покраской дополнительно заделываю все стыки и местами редактирую рельеф. Для основы скалы я смешиваю два цвета краски от Vallejo. Прокрашиваю все места, где должна быть скальная поверхность. Покраска этой скалы происходила в несколько этапов. Я постепенно добавляю каждый раз новый цвет, постоянно сверяясь с реальной фотографией маяка. Я не стараюсь в точности повторить реальный объект. Жженая сиена заметно преображает внешний вид скалы и добавляет необходимый контраст. После того, как покраска завершена, я дополнительно добавляю темные участки и прокрашиваю выступающие грани светло-серым цветом. Я пытался собрать маяк из миниатюрных кирпичиков, но, к сожалению, результат мне не понравился, и работа занимала просто уйму времени. В итоге я замоделил маяк в 3D и напечатал его на принтере. Чтобы кирпичи оставались светлые, а цементная смесь между ними темной, я сначала закрашиваю весь маяк оливковый темным. Выглядит страшновато, учитывая, что маяк должен быть светло-бежевого цвета. Дальше использую светло-серый и аккуратно крашу только камни, не закрашивая стыки между ними. И после высыхания кладу финальный слой с помощью аэрографа, но делаю это таким образом, чтобы придать маяку необходимый тон. В результате камни получились правильного цвета, а стыки между ними немного темнее. Ставлю рамы в окна и приклеиваю прозрачный пластик изнутри, для имитации стекла. Пришло время склеить две части диорамы – дно моря и скалу. Заодно промазываю углубление под электронику скалптомолдом. После того, как части высохли и крепко склеились, я дорабатываю стык между скалой и дном. Использую для этого все тот же скалптомолд. После покраски и полного высыхания можно заливать эпоксидку, а палубку я сделал из оргстекла и дополнительно промазал стыки герметиком. Предварительно собрал схему и создал приложение. В качестве интерфейса к приложению сделал иллюстрацию этого маяка в различных состояниях. Схема состоит из пары диодов Arduino Pro Micro, Bluetooth модуль 4.0 и преобразователь напряжения до 5 вольт. Вместо батарейки можно использовать блок питания от старого телефона. В
качестве основной лампы я использую маленький светодиод, и чтобы сделать его больше, я решил отлить резиновый молд из лампы. Заполняю форму эпоксидкой и вставляю туда светодиод. После отвердевания получается большой светодиод, который будет больше похож на большую лампу маяка. Из гипса делаю основание для лампы. Крашу под металл и место стыка обматываю тонкой проволокой, покрашенной под медь. Для создания волн на поверхности воды я использую Water Ripples от Woodland Cynics. Разными типами кистей я создаю разные типы волн. Более жесткой кистью получается рябь, более мягкой можно сделать небольшие волны. Кусочком пенопласта создаю текстуру мелких волн. У самого основания скалы я использую специальный материал Water Effects для создания водных эффектов. Материал внешне и по консистенции похож на крем, и поэтому с ним легко работать и создавать нужную форму. А вот после высыхания он становится абсолютно прозрачный. С помощью Water Effects удобно создавать различные водопады, собственно в этом его и есть основное преимущество. Материал максимально управляемый и предсказуемый, а также отлично подходит для работы с детализацией на водных поверхностях. На катере от Micromark я нарезаю деревянные полоски, чтобы собрать дверь в маяк. Стараюсь воспроизвести как можно больше деталек, приклеиваю поперечины и сухой кистью добавляю потертости и грязь. Из кусочка проволоки делаю дверную ручку. Полоски модельного пластика от Evergreen крашу в глянцевый черный, из них я собираю дверные петли. Дверка готова, под разными углами петли бликуют как настоящие. Закрепляю проводку с диодами и ставлю башню маяка. Основной цвет верха белый, оконные рамы должны быть черные. Сухой кистью, светло-серым, я крашу грани рам, чтобы было больше похоже на металл. В специальном приложении Canvas Workspace от Brothers рисую форму стекол. Клейкий мат с прозрачным пластиком загоняю в режущий плоттер. Запускаю подготовленный файл со стеклами и нажимаю пуск. Плоттер точно вырезает необходимого размера стекла. Остается их сделать пыльными. Для этого сильно разбавленной белой краской полностью их закрашиваю. Как только краска немного подсыхает, я салфеткой убираю лишнее, в итоге остается легкий тон. Собираю остекление и крашу крышу. В местах крепления громоотвода делаю небольшие подтеки. Сами крепления делаю из миниатюрных полосок дерева. Сверлю в них сквозные отверстия для стального кабеля громоотвода. Последняя деталь моря – это добавление пены. В этот раз использую акриловую краску для создания текстуры на воде от Vallejo. Сухой кистью сначала прокрашиваю выступающие грани воды у скалы, созданные с помощью Water Effect. Там, где волны соприкасаются со скалой, пены должно быть больше. Отдельно выборочно прорабатываю гребни дальше от маяка. Картинка складывается воедино и уже смотрится достаточно реалистично. Остается закрыть линзу собранной частью корпуса и подсоединить громоотвод. Тщательно подобранные персонажи составляют композицию и создают иллюзию работающего маяка. Диорама с маяком закончена. Свет от основной линзы и свет внутри работает от сети, управляется приложением с айфона. Спасибо за просмотр и до следующего видео.